Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео я вам расскажу, какие бывают виды ордеров и чем они отличаются. Итак, посмотрим на споте. У нас есть 4 вида ордеров. Это лимитный, рыночный, стоп-лимит и ОСО. Очень долго, когда ты в самом начале, ты не можешь разобраться вообще, чем они отличаются. И используешь, например, только рыночный ордер, да, или лимитный ордер. Но тут есть очень интересные нюансы, которые можно использовать даже в самом начале. То есть, что их откладывать до будущих времен, лучше сразу разобраться. Так, первый у нас лимитный ордер. Лимитный ордер, если мы хотим или купить, или продать криптовалюту по определенной цене. Мы выбираем стоимость, по которой хотим купить или продать. Ну, там, например, купить там по 45-160, да, а продать по 45-300. На споте можно сделать сначала что-то одно. Как мы оформляем лимитный ордер? Мы выбираем тут цену, вписываем, да, 100 там, или 400, да, 45-400. Тут мы пишем количество биткоинов. Их можно ставить вот так вот 0,1, 0,2, 0,3 плюс-минус, да. А можно ставить 100%, 75-50, например, если у вас открыт... есть биткоин, например, и вы хотите продать пол своей позиции, то можно ставить 50, закрыть, или 100%. Вот. И тут мы пишем, например, если мы хотим выбрать доллары, насколько купить долларов или продать. Ну, удобно, если минимум там 10 долларов можно на биткоине за раз делать, то вот ставим 10 долларов, и оно пишет, сколько это биткоинов. То есть тут вы можете выбрать стоимость, и вот как раз можно было, да, там купить по 160, как я и говорила, а продать по 490. Но если вы выбрали стоимость, вы можете спокойно там лечь спать, и все, и не париться. Оно все равно должно сработать, если цена дорастет. И вот сейчас как раз и начинается рост биткоина. Прикольно, что мы попали, уже 1%. Так, следующий у нас идет ордер, это ордер рыночный. Если вдруг вам все равно, какая у вас будет комиссия, то тогда можете покупать по рынку. Обычно на биткоине так можно делать, только не во время пампа, потому что во время пампа может цена сильно прыгнуть. Если же вы на альткоинах, то у них между покупкой и продажей, между вот колоночками покупки и продажи, очень большая может быть разница в несколько процентов. И поэтому вы можете потерять относительно большую сумму на покупки и продажи, если делать рыночный ордер. Если же это биткоин, то в принципе можно. Что такое рыночный ордер? Он покупает и продает по цене, которую предлагает рынок. То есть вы тут не ставите никакую свою цену, вы просто ставите количество биткоинов купить или продать, и, или там в процентах от своего депозита, или в процентах от того, сколько у вас есть криптовалюты. И по рынку оно продает и покупает. Вот, например, если мы посмотрим на биткоине, то продаст оно по зелененьким цифрам 45, 270, 280, да, а купит оно по красным цифрам, то есть подороже 45, 300, 308, 317. Да, но особенность в том, что когда вы покупаете по рынку, то комиссии у нас идут больше, чем когда покупаете как по лимитному ордеру. Я отдельно снимала видео год назад про то, какие есть комиссии, вот, но и может еще раз пересниму новое.
Но когда вы все-таки делаете по лимитному ордеру, то есть вы мейкер, создатель цены, комиссия у вас идет меньше, чем когда тейкер, то есть покупаете по рынку. Вот, поэтому учитывайте это, чтобы, ну, как бы не терять много на комиссиях. Так, мы рассмотрели лимитный ордер, рыночный ордер, теперь у нас есть стоп-лимит. Что такое стоп-лимит? Например, его можно использовать, если цена у нас идет не в ту сторону. То есть обычный стоп. Вот, например, мы зашли тут в лонг, ну там по 45-300, да, и цена пошла, допустим, вниз. И мы видим, что самая там минимальная рядышком 45-148. Или даже 45-050. Ну, каждый сам определяет свой стоп. Про это, по-моему, тоже у нас где-то есть видео. В общем, например, мы хотим поставить стоп 45-050. То есть, если цена упадет ниже, чем 45-050, надо закрыть нашу позицию, чтобы она не стала, например, 43. И мы не потеряли больше денег. Ну, некоторые могут ставить, например, на 43-370 стоп, чтобы она не стала там 39. Но это вы уже определяетесь, какой вам стоп больше, ну, на какой вы готовы ущерб пойти, убыток, чтобы не уйти совсем в минус. Например, 45-148, да, у нас стоп, ну, 147 будет. Допустим, мы ставим, что если будет цена 45-147, то есть ниже минимума, то тогда мы продаем нашу крипту по 45-146, например. И 100% депозита, да, ну, 100% наших биткоинов. У меня сейчас нету биткоинов, поэтому тут пишет 0. Вот, но вот так вот делается стоп. То есть 100% ставите своего депозита или 50%, сколько вы там готовы закрыть, если цена упадет ниже. То есть если она пошла не в ту сторону, вы ставите 147 еще раз, это ниже вот этого вот значения, это значит, что типа разворачивается, идет вниз, да, 45-147. И это у нас будет цена стоп, 45-147. И потом вы ставите, по какой цене вы хотите продать. Ну, можно ставить 45-148, можно ставить 45-146. Просто если цена начнет резко падать, то и дойдет 147, то она может не отскочить там на секунду на 148 и продать вашу ставку. И она так и может висеть. Можно ставить меньше, например, 45-146, чтобы оно точно словило дальнейшее падение, ну и продалось. Также очень удобно использовать стоп-лимит при покупке. Если мы видим, что цена, например, колеблется в каком-то диапазоне, например, вот, да, несколько дней, она колеблется в этом диапазоне, вот, от там 47-300 до 42-800. И если мы, например, хотим в долгосрок и словить большой рост, то мы должны знать, что, например, если цена превысит вот этот вот максимум 47-347, то скорее всего, или 47-400, да, то скорее всего она уже пойдет вверх до 50. Вот. Или там до 52. И вот чтобы не ловить, ну, или не пропустить этот памп, вот это я на примере большого таймфрейма, но вы можете это использовать и на мелких таймфреймах. То есть, если цена будет больше, чем 47-400, то, скорее всего, пойдет у нас лонг, рост. Поэтому мы так и поставим себе. Мы ставим так. Если цена будет вот тут, где стоп написано, 47-405, например, то тогда мы ставим, по какой цене мы купим. Например, 47-406. И если, ну и сколько там биткоинов. Если, получается, начнется памп,
а вы в это время спите, и цена стала 47 405, то она, получается, у вас купится, и вы спокойненько себе заработаете. Таким образом, очень интересная вот это стоп-лимит. Если же цена не дорастет до пробоя, то тогда у вас позиция и не откроется, и вы спокойненько, ну, как бы не войдете в минус, если она вдруг пойдет совершенно в обратную сторону. Вот, но если она, знаете, что пробивает там диапазон вверх и пойдет точно вверх, то тогда лучше поставить выше границы диапазона и, соответственно, покупку 47 406, ну и количество биткоинов. Вот, то есть вот этот стоп-лимит можно использовать и на стоп-лосс, и на вхождение в позицию. В общем, очень удобная. Так, теперь у нас следующее идет. Это OSO. Так, OSO я долго не понимала, пока его не использовала. Очень интересная штука, как take profit и стоп-лосс в одно время. То есть я его использую на продажу. Если у меня открыта позиция, и я, ну, как бы уже там хочу спать или нет времени сейчас следить за ценой, или же я не скальплю, а на средний срок ставлю там, или жду там пару часов, то тогда вот как она определяется. Тут есть колоночка лимит. Лимит это как take profit, то есть это цена, по которой, ну, самая лучшая цена, по которой вы хотите продать. То есть если у нас сейчас, допустим, там 45 700, а я думаю, что он, ну, это фантазии, потому что надо смотреть график, да, допустим, он дорастет до 46 800 там. То есть до верхней границы там диапазона и не пробьет ее. То есть я хочу продать по 47 700, ну вдруг спрыгнет, то я пишу 46 700. Вот тут где лимит. Это цена продажи. Потом вот тут стоп-лимит, это у нас стоп-лосс. Чтобы если цена пойдет вниз, например, ниже там 43, да, то я ставлю 43 там 300. Если будет 43 300, то я продам до 43 299. Ну и ставите, сколько это биткоинов у вас есть. Там 50% позиции, 100%, 25% позиции. Я обычно 100 делаю. Вот. То есть OSO очень прикольная. Если вы еще не готовы закрывать свою позицию, то вы ставите лимит, это то, что хотите продать по какой цене, а стоп-лимит то, по какой выйдете с позиции, если будет минус. Ну, опять же, адекватный, на который вы готовы пойти на этот минус, чтобы не уйти в самое дно. Вот. 43 300, например, это если будет цена 43 300, то ваша позиция закроется по 43 299. Вот. Тут вы можете любую ставить цену, но опытом определяете, какую разницу в цене лучше ставить. Вот. Можно тут до сотых менять, то есть можно 43 99, вот так вот, например. Все. Вот такие вот у нас есть виды ордеров на споте. Я надеюсь, информация была для вас полезной и вы разобрались. Если еще есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Вот. И опять же помните, что только на рыночном ордере у вас повышенная идет комиссия, а на остальных лимитных нету повышенной комиссии. Она как бы со скидкой идет больше.
Хотя сейчас на споте акции сделали одинаково, как бы мейкер и тейкер комиссию. Но в основном на рыночном в 2 раза больше, чем на лимитном ордере. Вот. Ну, пока можно и то делать. Вот. Всем спасибо за просмотр. Удачной торговли. Пока-пока.